замандала тағдыр, зардаланы билейді жел, адасқандар қаңғып жатыр. Жолы қайда адасқаның, боялғанда қанға аспаның, жері ұйығын кетті іздеп, шашыраған қандастарым. Хотелось остановить время, и мне хотелось в картине отобразить это время, отобразить память, отобразить силу, отобразить энергию, ту, которую мне дает степь. Өркениет жібін өрген, көк тәңірдің көзін көрген, бөрілердің қанаты жусан иісі демін берген, өткір жүзіп шақтардың, қайрат мінез қыпшақтардың, бөрілердей қайсар жүрек, қайта толы құштар бәрі сақтың таза ары бар, бұғының қайсар жаны бар, бөрілердің қаны бар, көк тәңірім мәңгі жар. Сегодня моя персональная выставка в музее Костеева «Наследие Великой степи». Қайта тіріл, қайта төкте тұран ғалам, шуақ көкпе ғұмыр ғұмыр аспанына қыран, құстай шырқап көкте ұлылардың жолын жалғап, атқан танын болсын ғажап, мәңгі жүрін жер бетінде ер жүректі қайсар қазақ, хақын теміз ары бар, құнын жесір рухы бар, бөрілердің қаны бар, көк тәңір ебеді яр. Пишу книгу жизни, где каждая из картин – это страница книги моей жизни. Во всех есть глубина и философия степи. Тем, что я погружаю в первые упоминания о ремесленничестве. Это фотографии и видео, сделанные мной, и из архивных фото и видеодокументов. Также это архивная музыка Амрека Шойбаева, которая будет звучать на этой выставке, и архивные записи моего аташки Бисенгалиева Самета. Бүгінгі Аруханның өтіп жатқан көрмесіне орталық мемлекеттік кинофотоқұжаттар мен дыбыс жазбалар архивінен көптеген бейнеқұжаттар, фотоқұжаттар берілді. Біз сондай бір септігіміз болсын деп бұл кісіге аудиовизуалдық құжаттарды берген болатынбыз. Бұл революцияға дейінгі қазақтың тұрмыс тіршілігін бейнелеген, киіз басқан, текемет тіккен киіз үйдің ішкі көріністерін бейнелеген, сол замандағы тұрмыс тіршілікті бейнеленген аудиовизуалдық құжаттар болатын. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандай мына жерге ол суреттерді шығарып қойған екен. Вот это фото, где обработка слоя. Для меня важно идти с техникой, усовершенствуя ее. Я также делаю мокрым валяние. Я все делаю так же. Использую ту же обыкновенную шерсть, но делаю уже что-то свое, что и должно было быть. Время идет. Это вот первый кадр, который я искала в архиве.
архив большой, фото много, где рассказывается не только о зарождении ремесленничества, но и о бытии. И вы увидите убранство юрты, каким оно было. В каждом доме была прялка, в каждом доме была шерсть, в каждом доме женщина была занята и занималась не только хозяйством, но также и прикладным искусством обязательно. И все это передавалось по наследству, из поколения в поколение, служилось долго. Вот я вспомнила, как в детстве обрабатывали шкуры, помогала бабушке с дедушкой. Сперва я сидела рядом просто, да, и мы натирали вот эти шкуры солью и оставляли их после вот того, как мы разделали барана. На следующий день иду, а это уже через день-два она такая прям плотненькая, твердая. Я вспомнила и думаю, а почему бы мне не попробовать, не пойти в эксперимент, сделать то же самое и создать что-то, основу какую-то твердую, какой-то белый лист, где я меняю качество материи и превращаю шерсть в бумагу. Он современен. И самое главное для меня было идти с этим чистым листом, с которого я начинаю свой каждый день. И по философии мы каждый день рождаемся и умираем. Изучала батайскую цивилизацию. Эта цивилизация была протюрская, найдена возле Кокчетава. Есть целый памятник. Это было для меня погружение в то время. И самое главное, что ценно, там как раз идет первое упоминание о коне, о том, как он как раз вошел в быт наших предков. У меня давно был конский волос. Мне хотелось что-то сделать, но я все время думала, что и как. Я хотела сделать какое-то посвящение этому периоду, этому времени. Сколько я живу, я никогда не знала о памятнике этом, который есть. Об этой связи всегда знаешь, да, что она была, что это такая неотъемлемая часть наша, это вот конь. И самое главное, что, знаете, работая с природными материалами, я понимаю, что волос – это то же самое фактически, что и войлок. Сочетание войлока с конским волосом, оно энергетически так дает. И для меня это был эксперимент – привалять его к войлоку. Я думала, как он будет. Никаких методик нигде описанных не было. Это все эксперименты были личные. Но вы знаете, я поняла, когда я приложила его в моих руках, это что-то будет чем-то. У конского волоса свои собственные линии, свои собственные изгибы, которые просто легли на этот войлок естественным образом. Я перевернула эту работу и поняла, как конский волос буквально привалялся, а это значит, он пророс, этот войлок. Выставлялся посох Бекетата. Я благодарна своему учителю, что он поверил в меня. Быть на одной выставке, рядом стояться, я думаю, что
как мне сказала учитель мой, ты получила благословение. Наверное, это так и вышло. Вот с этой выставки-то и началось все. Я пошла, а архив, наверное, тоже не так просто. Все это предки. Работая с таким материалом древним, уникальным, который несет в себе память наших предков. Я, наверное, сегодня здесь, в этом музее, тоже все благодаря, я думаю, воле Всевышнего и нашим предкам. Мне кажется, что в этом искусстве огромное будущее, особенно сейчас, независимого Казахстана. Мне кажется, что у нее огромное будущее. Я с нетерпением жду открытия сегодняшнего проекта. Многие из картин, многие из ее изделий волочных я еще не видел. Мне будет очень интересно посмотреть. Сейчас она решила продолжить традиции моей мамы Арухан. Это волочные изделия, как картины. Они у нее иногда с двух сторон, такие просвечивающие. Очень интересное решение. Причем сам рисунок, имея такой настоящий казахский характер, он все-таки очень индивидуален, очень оригинален. Вот. И в этом, мне кажется, заключается секрет ее успеха. Вот. Ее приняли уже за рубежом. Вот. И вообще, мне кажется, что вот именно вот это направление, оно имеет такой, мне кажется, огромный потенциал для того, чтобы показать наше казахстанское искусство. Вот. Я не назову это прикладным искусством, потому что это настоящее изобразительное искусство. Вот. Здесь она пошла дальше, чем моя мама. Здесь нет чисто такой практичной стороны. Да, она делает картины. Но то, что вот делала моя мама, вы увидите здесь ее оригинальную прялку, вы увидите здесь очень интересные видео с прошлых веков. Насколько я знаю, даже, по-моему, здесь есть какие-то образы, фотографии, информация даже с 19 века. Здесь не только ее картины, но также и история. И это будет, кстати, сопровождаться музыкой. В основном это кюи, который исполнил мой отец на фирме «Мелодия». Кюи Далеткерея и Сейтека. Вот это все вместе должно дать очень незабываемую атмосферу. Идею работать со светом. Никогда в практике раньше такого не было, чтобы картины развешивались в просвет, в проходе, что они сделали в этот раз. Я, конечно, благодарна очень, что они прониклись идеей моей, и возможно было осуществить вот на части, чтобы люди увидели, как можно видеть войлок, как он вот отражается в свете, как он тонок, как он интересен и глубок. В творчестве Гаухар и вообще в экспозиции в стенах музея ноу-хау, можно сказать, было то, что войлок поместили в прозрачное стекло двустороннее, и оно занимает мало места, эргономичное, лаконичное, и произведение выходит на первый план. Чем отличается эта выставка от других, проходящих в стенах музея, это неординарным подходом в плане экспозиции, потому что сами работы просили того, чтобы некоторые из них поставили, скажем так, нестандартно. Обычно у нас работы развешиваются вдоль стен, а тут получилось, что некоторые работы повесили на просвет, и войлок заиграл новыми слоями.
Эта выставка – это часть международного проекта «From Step to the City», который стартовал в Великобритании в октябре. Это уже вторая выставка этого международного проекта, где я рассказываю о наследии Великой Степи, где я работала с архивными материалами, где я работала с Национальным архивом, где я рассказываю о наследии, где я рассказываю о трансформации ремесленничества в искусство, где я рассказываю об уникальном войлоке, где я рассказываю о войлоке Арухан, о традициях. Из войлока, знаете, это все традиции, это все, чем я занималась в детстве. В детстве все благодаря моей ажеке Арухан. И поэтому я с детства была рядом с этим уникальным природным материалом. Знаете, он был, мне кажется, раньше в каждом доме. Этой выставкой и проектом я показываю о том, что времени в искусстве и ремесленничества нету. Нету грани времени. Можно быть вместе на одной выставке в центре города со всеми своими ажекой, аташкой. Тех уже кого нет рядом, но они всегда в душе и в моем сердце, и в моем творчестве. Картина была сделана специально для проекта «Наследие Великой Степи», где я рассказываю о любви к степи, где я показываю цвет степи, цвет жизни, где я показываю степь такой, какой вижу ее я, такой, какой люблю ее я, яркой, красивой, где я показываю в символах и философии степи зарождение жизни, где я показываю символически свои корни, которые питают меня, где я показываю, где я как орел взлетаю вверх и вижу степь сверху, красивую, живую. Степь в картине вы увидите не только шерсть, но вы увидите также природные материалы. Это в данном случае степная трава. Мне кажется, что объединение этих природных материалов – это о чем я рассказываю. Я рассказываю об истории, о степи. А степь, она живая. И мне кажется, что оживляет степь ее движение. Движение можно отобразить только в виде трав, в виде погружения в память и в историю Великой Степи. Тазым жасап кен далыма, алғыс айтам ғалымға, шүкіршілік тәубе етіп жазылғанына маңдайға. Тазым жасап кен далыма, алғыс айтам ғалымға, шүкіршілік тәубе етіп жазылғанына маңдайға. Тазым жасап кен далыма, алғыс айтам ғалымға, шүкіршілік тәубе
маңдайға. Я считаю, что Гаухар в своих работах как раз показывает ту глубину, национальный контекст. Очень оригинальный подход мы видим и современными тенденциями. Сейчас мы видим, что вот моя ученица Гаухар как раз показывает тоже один из путей в современном контексте, оригинально. То есть она уже подходит комплексно, показывает фотографии, архивные фото. То есть это называется полностью формирование как бы национальной идеи. Здесь стоит вопрос. То есть я думаю, выставка очень интересная. Я буду считать, что эта выставка будет успех иметь, потому что все-таки любая выставка – это процесс. Каждый раз, когда я своим ученикам говорю, вы когда выставляетесь, вы каждый раз растете, потому что вы видите свои плюсы, минусы, видите общее мнение, да, общества людей, и вы каждый раз растете. То есть всегда выставка – это очередной шаг для следующего роста. Эта картина, она называется «Тара Шибан». Название двойное. Она рассказывает о современном концептуальном искусстве Казахстана. Мне кажется, что именно войлок является современнейшим материалом, который может отразить сущность современного искусства. Внутри вы увидите мелкие зернышки тара. Это ассоциация из того, из чего состоит наша жизнь, из мелких-мелких зерен. Но у человека есть всегда выбор. Я рассказываю о несовершенстве человека. Второе название – шабан. И вы спросите, а почему шабан? Где эта муха? Есть ли она здесь? Есть ли в нашей жизни эта муха, которая может изменить наше отношение к прекрасному, наше отношение к жизни? Есть ли она? Эта муха есть. Она находится здесь. И человек ищет ее, не замечая всего того, что сделано здесь. У человека есть всегда выбор – искать эту муху или же жить и наслаждаться тем, что есть. Это и есть концептуальное искусство, которому я веду и рассказываю о несовершенстве человека, что мир един. И мы всего лишь часть этого несовершенного и совершенного мира. Войлок – это, по-моему, наша, это все. Это вся культура казахская, потому что все на войлоке. То есть и жилища наши были войлочные. Это согревает. То есть это дом наш. Вот войлок это есть.
я просто в восторге. Для меня Гаухар открыла, что можно из войлока, оказывается, такие чудеса творить. Я всегда преклонялся перед войлоком, конечно, что это наше исконное. Но вот что из войлока можно такие чудеса творить, вот, сейчас я просто благодарен Гаухар, что она вот это продолжает наши традиции, которые, может быть, когда-то были, но забыты. Спасибо ей большое. Вот.